Ну, получается то, что мы зарабатываем деньги, но в этот момент у нас говорят то, что надо скинуться на нужды роты. С этой нужды роты никто ничего не видит. Некоторые хотят заработать себе на карман или хотя бы отправить родителям, как я, например. Матери хотел помочь перекрыть кредиты. До этого был закат, у него отношение к личному составу было вообще никакое. Он даже и путем в глаза не смотрел никому. А вот ты, который сейчас был командир Чечен, он наоборот пытался с личным составом разговаривать, но все равно вымогали деньги. Говорили то, что это на нужды батальона, то, что будем покупать дроны, но такового всего видимости дронов так и никто не увидел, ничего никто не видел. Обещали вообще выплаты в размере 1 200 000, но мне всего выплатили с Красноярского края 400 000, и то я их отправил матери. Всего зарплата у нас 50 000 вместе с боевыми 200 000. Но мы скидывались практически каждое боевое задание по 50 000. Я не вижу смысла сейчас даже России воевать против Украины, то что Россия берет большие потери, а Украина наоборот поднимается и берет больше сил. Как говорили, то что по истории это типа русские земли, но нифига это не русские земли были. По телевизору говорят одно, а в глаза ты видишь что-то вообще совсем другое. По телевизору нам говорили то, что я вот как смотрел, на Украине есть русские земли, которые были принадлежены в СССР. Но как узнается то, что по истории самой Украины и самого СССР, то, что тут не было никаких земель у СССР, никогда и не было и не будет иметь. Что здесь в чужую территорию мы, получается, россияне, большинство виноват, то, что вторгаются и вторгаются постоянно, бомбят и уничтожают мирное население. То, что лучше бы отступали и прекращали быстрее всю эту войну. То, что мы не победим ни в коем разе. Отдать обратно земли, потом увести все войска, все вооружения. Меня вообще взяли на срочку моей болезни гипертонии. Ну, практически гипертония первой степени, то, что давление у меня постоянно. Пол личного дела у меня выкинуто с военкомата. Привезли в Красноярский военный комиссариат. Там я проходил комиссию. Дня 3 или 4 проходил комиссию. С этого военного комиссариата мне говорят, ну все, Б3, если тебя устраивает. Я говорю, да нет, меня не устраивает. Почему Б3? У меня давление шкалит, в глазах темнеет, сознание иногда теряю. Говорят, ну это нормально, ничего страшного. Потом полегче стало, перевели все, сидим в Тинкобате в 218-м. В Ренроте сижу. Мне говорят, то, что ну все, если тебе сейчас полегче, то можешь идти на рабочего. Рабочая как у нас объяснялось, то что идти или косить траву, или красить забор. В основном. Ну, я пошел косить траву, косил траву. Тут что-то агитирование приехало. Раз приехал агитировать то, что набор на контракт. Потом 2 приехали агитировать, также набор на контракт. 3 и 4 раза приезжали. И души, когда бы закончилась вся эта война бы закончилась, и наступило бы нормальное мирное время, все как бы хорошо. Года через 3 хотя бы. Тогда бы я бы еще бы смотрел, подписывать или нет контракт. Сейчас даже дольше бы не подписывал бы никто из молодых пацанов. Потому что
много подписывают молодые пацаны контракт все из-за чего-то, что приходят большие выплаты. Просто из-за денег подписывают. Я подписал из-за того, что надо было помочь матери. Если бы не кредиты, которые отец набрал, я бы так бы и не подписывал бы даже контракт. Я бы его бы сейчас разорвал бы прям на месте бы. Сказал бы нет, и все, я буду дальше с Рощенком. Я вот сейчас, если домой приеду, я пойду учиться, а после учебы пойду дальше работать. То, что я с военной карьерой, я просто завяжу и выкину подальше уйду. При подписании контракта, да, может быть, и то малый шанс, то, что тебя оставят в части служить, остаться. Но большинство сейчас перекидывают на эту военную войну, я бы так сказал. То, что которая сейчас, она никому не нужна. В основном большую часть, 99%, тебя просто перекинут. Просто военная часть от тебя избавится. Как ненужная вещь. Ты будешь потом весь страдать. Да лучше бы не подписывали. Вот честным словом. Сначала думаешь, что это ой, хорошо, а потом кажется, что ой, дурак, зачем я подписывал контракт. Так же, как и у меня случилось. Я думал, что все останусь при части, все будет хорошо, а потом, как меня перевели, все в лесополк отправили сюда. Я уж тогда позадумался. Не знаю, и очень сильно нас обманывать начали. Там чуть ли на каждом слове обман был. Простите меня, пожалуйста, я люблю вас очень сильно и хочу поскорее вернуться домой и обнять вас всех.